Всем здорово, народ. Узнаете данный облик? Это темный облик темного приста. По вашим заявкам многие просили Shadow приста. Shadow прист появился. Сегодня будем разбираться, что это за покемон. Всем приятного просмотра. Погнали смотреть видос. Кнопок у приста, конечно, до хрена и больше, и на самом деле есть где разгуляться. Я думал, все будет не настолько интересно, а у нас по факту есть и АОЕшные, и таргетные спылы, и при этом еще два облика. То есть, если мы хотим кого-то подамажить, да, то мы активируем облик тьмы, все чики-пики. Но как только мы хотим подхилить себя, например, темный облик диспелится. И нужно будет не забывать его включать. Но если мы используем вот устранение болезни, например, то темный облик не диспелится. То есть, это тоже нужно учитывать, не всегда придется его диспелить и заново включать. Окей. И я так понимаю, если нам, допустим, прерывают нашу темную магию, то можно подамажить светлой магией. Например, вот Кара, священный огонь, да, мы сбрасываем темный облик, но опять же дамажить можем. Священный огонь тоже можем накинуть на противника. Вот. Под темным обликом ни то, ни другое кастовать, я так понимаю, нельзя, что и логично. Самое прикольное то, что у нас всегда есть массовое рассеивание, и всякую глыбу, бабл, вот это вот дерьмо мы можем задиспелить просто. Это прям уфюф. При этом у нас имеется и немота, и стан, который в дизарм потом перерастает, эфир массовый, и еще контроль над разумом. Это что такое вообще? У нас полный набор какой-то максимально собран. Супер прикольно. Ну так еще и диспел присутствует. Мы можем как диспелить полезные эффекты с противников, так и негативные с себя союзников. Low mind просто. Утилити какие-то, на самом деле. Я тут посмотрел, и вроде как ротация выглядит следующим образом. Вот она, с единицы до пятерки у меня как раз-таки расставлена. То есть мы сначала накидываем прикосновение вампира, потом боль на наш таргет накидываем, взрываем разум, перчу, которая чума, и начинаем высасывать. Присутствует спелл иссушения разума. Он дамажит в области. Например, я начинаю в манекен кастовать, и он дамажит в области вокруг этого манекена. Также, по-моему, на союзника можно нажимать, если я не ошибаюсь. Нет, нельзя на союзника нажимать, да? Давай почитаем. Да, вот только вокруг выбранного противника. Ну, допустим, окей. Если мы понимаем, что из этого действия стоит инвизор, нажимаем иссушение разума в нашего противника, который виден, и можно зацепить инвизором. Пойдет. Сожжение маны присутствует. Тоже можно, опять же, в лекаре кастовать там, или в кастеров при возможности. И вот что прикольно. Паладин нажимает крылья, мы в него закидываем стан, и даже если он его тринкует, у него будет дизарм. Мы в это время кайтим. Пытаемся как-то диспелить с мага всякие его негативные штучки. Еще есть у нас спелл «Слово тьмы смерть». Работает довольно интересно. Давайте почитаем про него еще раз. Вот он. Наносит типа 1000 урона от темной магии. Если противник не умрет от этого заклинания, заклинатель получит столько же урона, сколько нанес жертве. Это же можно использовать, чтобы овечки от магов контрить, например. Как это вообще работает? Он моментально дэмэдж наносится, нет? Подожди. Так там еще и моментальный каст какой-то, что ли? Да ну нафиг. Да ну насмерть. Да, смотри, моментальный каст. Как он мне дэмэдж наносит? Каким образом конкретно? Вот он. Короче, в момент нажатия, да? В общем, можно подгадать, я так понимаю, момент или нельзя? Вы напишите в комментариях, если шарите. Можно ли как-то момент подгадать, если у вас какой-то контроль летит, который дэмэджем диспелится? Там, или фир условный. Ну, кстати, против фира у нас еще защита есть. У нас же есть защита против фира. Где она? Ну-ка, покажи мне. Вот она, защита от страха. То есть, когда в нас кастует какой-то эфир, просто нажимайте на себя защиту от страха, и все, эфир у вас не полетит, можно вот использовать. Ну, допустим, если этой штуки нету, можно ли подгадать время, чтобы кастануть слово тьмы смерть? Видите, дамаг не сразу наносится. Видимо, можно реально. Видимо, реально можно. То есть, где-то там за 0,2 секунды, за 0,3 секунды до конца каста противника, да, нажимаем слово тьмы смерть, дамажим себя и диспелим таким образом контроль, который у нас полетел. Чисто в теории вроде можно. Звучит прикольно. Так, массовый эфир, понятное дело, в представлении не нуждается. Контроль над разумом на манекен заюзать нельзя. Тучка, да, всеми любимая. КДшится минуту. Я думал, 2 минуты. Я думал, быстрее КДшится. Может, как-то можно это разогнать, или там таланты присутствуют. Короче, пока не шарю, но вроде 2 минуты. Прикольный сейв, нужно будет использовать по КД. Ну и, конечно же, наш ублюдок. Исчадие тьмы. На самом деле, довольно много он дамажит. Он 1500 каждый, там, типа... Сколько? Секунду он дамажит. Ну, неплохо. Опять же, мы-то все это время тоже дамажим наш таргет. Всякие дотки накидываем, вот этим вот дерьмом пуляемся. Вот так вот. Начинаем душу высасывать. Вот это гнида, конечно. Неприятная. Сейчас попробуем, на ВГшке это все затестить. Очевидно, на арену я пока не пойду. Я еще не адаптировался к этому пацанчику. Если вы знаете какие-то фишки, опять же, пишите в комменты. Вот если у нас есть ШП-присты мощные, все пишите, я все буду читать.
Вот хочется побыстрее разобраться в этом пацанчике, потому что вроде как выглядит достаточно прикольно. По поводу хила. Допустим, мы задотали там противника, нужно немножко нам подубежать и как-то себе хп восстановить, допустим. В общем, нажать способности, которые требуют снятия облика тьмы. Вроде как неплохая комбинация выглядит следующим образом. Мы опять же нажимаем на себя быстрое восстановление. Видите, облик уже снялся. Потом молитву восстановления, чтобы получить баф. Также обновление на себя клацаем и щитом закрываемся. Прикольно? Прикольно. Нас постепенно хилит, щит нас... урон поглощает, который по нам входит, и вроде как можно обратно переходить в темный облик, и все это сохраняется. Да, солидно звучит, солидно выглядит. Прикольно, прикольно, мне нравится. Ну и опять же, да, по необходимости устранения болезни также на себя клацаем. Вот это мы уже выяснили. По поводу билда, опять же, я не уверен, что это самый там опишный билд и так далее. Просто взял первый плюс-минус попавшийся. Вот такие вот таланты. И символы тоже, вот сейчас вам покажу. Символ исчадия тьмы, символ сковывания нежити и символ стойкости — это малые символы. И большие символы. Символ слова щит, символ на тучку и символ на пытку разума. Возможно, стоит заменить символ на щит, но опять же, я в этом не уверен. Это все еще будем дальше изучать. Если шарите, пишите, что об этом думаете, как лучше всего забилдиться. Камушки. Мейн камень я взял на крит удар плюс ману. Все красные камни взял на силу заклинаний, желтые на рейтинг скорости, поскольку он нам бустит damage. И синие камни взял на пенетру. Соответственно, кстати, еще один камень пропустил. Да, синие камни на проникающую способность заклинаний. Представьте себе, народ, фрегнул БГшку, и первая БГшка, которая попалась, это, естественно, мои любимые эпические поля боя. Как он называется? Остров завоевания. Его вообще. Вот такая вот карта. Ну, ладно, допустим. Опять же, мне особо без разницы, где сейчас играть. Хотелось бы просто плюс-минус стандартную БГ найти. Там низину Арати, щели песни войны, где можно будет нормально замеситься. Мне сейчас интересно, сколько бафов я могу на себя навесить. Слово силы стойкость присутствует. Объятие вампира присутствует. Внутренний огонь присутствует. Защита от темной магии присутствует. И что, это все будет работать одновременно или что? Ну вот я типа 4 бафа на себя свои сам повесил. Стоим сзади, вперед не подходим. Вот вижу отдалившегося ДК, буду сейчас по нему играть. Он почему-то не тринкует, возможно, у него тринкета нет. Эх, не успел. Он все-таки тринканул. В своей красе ДКшник работает, молодец. Во время тучки, смотри, нельзя кастовать ничего. Это интересно. Разбийника задотали. Этого перса сейчас тоже будем бить. И на меня получилось слишком много противников, как будто бы. Гаргу можно, да? Через сковывание нежити законтролить. Ну, допустим. Пал не встал. Вот он, видите, не фуловый, но хотя он сейчас уже зарегенится сам. Мне бы кого-то подхилить попробовать. Чисто теоретически. Ну-ка, подожди, братишка. Подожди. Сейчас тебя... Бам-бам. Ну, солидно, смотри. И на него еще накидываем также молитву восстановления, да? Вот, все. И он под нашими бафами бегает. Ну, чем не красота, ну. Кстати, облик тьмы можно прям на маунте кастовать, что тоже приятно. Так, вижу разбийника. Разбийника хочу дамажить максимально больно. Вот в плащ теней есть шанс чем-то попасть? Ладно, просто кинем туда перчу. Вот так вот. И дальше будем... Кстати, да, точно. Вот взрыв разума, наверное, в моменте больше всего дамажит. Ну-ка. Ну, смотри, критушечки вылетают. Прикольно. Нажмем тучку. Немножко подвинуть хочется. Видимо, не дадут мне выйти. И вот сейчас будет момент, чтобы самого себя хилить. Так. Не хочу кидать корабль, короче. Тут останусь. Все. Накинул на себя хилочки и будем дотать противничков. Не, смерть. Окей, ну их слишком много здесь было, ладно, логично. Логично, что так получилось, и мы уже выправляем. Смотри, я надамажил 55 тысяч, а нахилил 55 тысяч, хотя я вроде особо ничего и не хилил. А это интересно. Так, и вот мне дали второй шанс, как говорится. Снова пробафаю. Раз, два, три пробаф себе делаю. Защиту от темной... Legendary. Так, вот у нас толстый хвост имеется. Кстати, они в контратаку пошли. Сейчас мы эту контратаку пресечем. Опять же, дотка раз, дотка два, взрыв разума, перча, и начинаю высасывать душу. Очень много вампиризма, вот что мне нравится. Прям сразу бросается в глаза то, что ты и дамажишь, и хилишь, по сути, одновременно. И если тебе не хватает вампиризма, ты еще можешь себя просто сверху сам прохилить дополнительно. Очень мощно вроде как звучит. Мне пока что нравится. Расход маны, да? Но вот я сейчас в него сделал прокастик, у меня где-то 1/6, 1/7 маны улетела. Но опять же, всегда имеется гимн надежды, да, чтобы ману себе подрегенить. И чем еще... Вот как-то прист, я точно помню, может себе ману регенить прямо во время боя вроде.
Как минимум, я взял себе Night Elf, у Night Elf есть пассивка, что когда ты дамажишь, есть шанс, что тебя прокнет баф, который будет тебя регенить. Вот, это тоже должно свою роль играть, очевидно. А где маг-то? Фига себе, у них, кстати, с километра просто косты, да? Скажи. Просто с километра они косты свои нажимают. Диспелю себя все дерьмо, просто отбегаю. Но сейчас можно, наверное, с ним и подраться. Опять же, не забываем прыгать в облик, да, темный. И вот сейчас попробую его подстанить. Если у него тринкета нет, ему будет больно. Ему действительно больно, ему действительно тринкета нет, он умирает. Найс. Мне еще помог там, по-моему, мой охотник. Или кто-то еще. Давай-ка массовое вот сюда вот просто рассеивание ебану, потому что могу. В идеале, конечно, можно было дождаться какого-то бабла теоретического, но разве это нам интересно? Я думаю, что нам не очень интересно. Прикосновение вампира. Я так понимаю, это то, что нас как раз-таки регенило очень сильно, поэтому давай побольше прикосновения вампира тоже буду накидывать на противников, чтобы вампириться, чтобы вообще времени на самохил не тратить, по крайней мере, во время массфайта. Но тут мы их давим. Тут мы их давим прям конкретно. Дотки в тучку можно накидывать вражескую. Хорошо. Немоту накиду на мага. По идее, мы должны его убивать за эту немоту. Давай, в два пристав два шипешника его. Найс. Мне пока что нравится, народ, мне пока что нравится. Понятное дело, что мы на БГшке, понятное дело, что все еще поменяться может, но тем не менее. Тем не менее. Вроде звучит неплохо. Кстати, устранение болезни вроде как много маны стоит, да? Где ты тут у нас? 416. Ну ладно, не так уж и много. Не так уж и много. А рассеивание заклинаний тоже не очень много. Ну тут вообще расход маны. Опа, подожди. А, он сам отменил. Или кто-то ему еще задиспелил. Кстати, подожди. А, так массовое рассеивание что, КД что ли не имеет? Или имеет КД, если я попадаю и что-то рассеиваю? Применение 1,5 секунды. Офигеть. У нас еще и без кулдауна, пацаны, кнопочка имеется вот это вот. Офигеть. И вот тот самый момент, когда можно разгуляться, да? Все, просто стоим опять же сзади. Во фронт-лейн нам бежать здесь смысла абсолютно никакого нету. Будем просто вот так вот в пацанчиков накидывать всякие негативные эффекты, стану и пытаться их убивать. Когда много противников, очевидно, самая выигрышная стратегия — это просто всех максимально раздотать по возможности, и будет очень много дэмэджа у вас. Даже шмот не обязательно. Это опять же, как вот ты играешь за ДК, за лока, там все, что ты хочешь сделать, это максимально эффективно и много раскинуть доток. Если ты очень много доток раскинул, то все, дэмэдж на твоей стороне имеется. Ну, вот. 2 танка есть, Тима есть, мы их сейчас всех, походу, пронесем уже до конечной точки. Слишком нас много в одном месте стакнулось, это приятно. Гимн надежды бахнем. Но мана не хило регенит. Это надо признать. Хотя могло быть и получше, на самом деле. Так, разбийник. Кстати, вот принятие облика вызывает глобальный кулдаун, это надо учитывать. Нажмем фир в пацанчик. И, видимо, отъедем за такую дерзость. Как-то меня, по-моему, пробивают гораздо больнее, чем я кого-то пробиваю. Но, опять же, это может быть отсутствие категории сказывается, тудой-сюдой. И вот я себя хоп-хоп, подхилил, миллион доток на себя хилящих наложил и просто убегаю в темном облике, потому что в темном облике по нам дэмэдж пониженный, правильно? Да, на 15% по нам дэмэджа меньше проходит. Ну и все, и вот пока я бегу, я уже себе практически фулл лицо зарегенил. Еще 2 хилки на себя накидываю и бегу дальше. Меня ШПшник отпускать не хочет, прям максимально. Накину на него немоту, дам ему пару доток. Этому тоже дам пару доток. Призову вурдалака. Кстати, этого можно даже убить, ДКшника. Сквозь зеленку, я так понимаю, у меня ничего не работает. У меня же нету, да, таких спелов, а-ля как у Лока. Хаусболта. Ну, скорее всего, нет. Все, в мэр вражеский дикей. Можно также с ШПшником вот этим немножко сражаться, пока тиммейт рядом есть, там разбойник работает. Мой союзный. Почему-то вражеская рога даже на меня не хочет особо вскрываться, как-то меня не уважает, по-моему. Но он за эту дерзость поплатился своей жизнью. Окей. Бежим дальше, заходим в центр. Ну-ка, достану. Подожди, братишка. Как не получилось? Выбежал, что ли? Во, вот теперь получилось. Найс. Давай, беги отсюда. Мои тиммейты дальше сами разберутся, бежим в центр. Контроль над повреждениями. Let's go. ШПшник мне пока по геймплею гораздо больше, чем лог заходит, если мы говорим про Афлика. То есть лог в дестрике — это прям, да, солидно, вкусно, мощно. А вот если играть за какого-то такого дотера, не который за инвокера бахает в дотку, а который негативные эффекты раскликивает, победа, то мне больше нравится ШПшник.
Вот такой вот видос, народ. Сейчас будем в ближайшее время разбираться с ШПшником. Концептуально, я опять же повторюсь, мне прямо понравилось. Вроде звучит интересно. И разнообразный геймплей на самом-то деле может быть гораздо более вариативный, чем я себе представлял. Весь мой дополнительный контент, гайды на ДК Паладина Лока находится на моем бусте. Переходите, подписывайтесь. Дополнительная информация в Телеграме, анонсы стримов тоже в Телеграме. Всем удачи, всем чао, всем пока.